Испанский стыд. Он же эмпатическое смущение, сопутствующее смущение, заместительное смущение, скрытое замешательство, косвенное замешательство. Испанский стыд – это чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека. Косвенное замешательство вызывается не участием в неловком событии, а осознанием себя свидетелем, слушателем или зрителем неловкого положения, в котором оказался другой человек. Здравствуйте! Каждое общество имеет свое социально и культурно приемлемое поведение. Эмпатическое смущение, испанский стыд, является формой и реакцией на неловкую ситуацию. Так было бы слишком примитивно. Наблюдатель сочувствует жертве, смущение, принимая на себя это чувство. Именно поэтому такая реакция считается просоциальным поведением. В такой же ситуации злорадство является чувством удовольствия и удовлетворения от несчастья, унижения или смущения другого человека. Скорее всего, данный термин появился сначала в Испании, поэтому и используется название «испанский стыд». Разыгрывание неловких ситуаций выделилось в отдельный комедийный жанр кринж-комедия. Это особый комедийный жанр, в котором юмор проистекает из чувства социальной неловкости. Главные герои, как правило, эгоисты, выходящие за рамки политической корректности и нарушающие социальные нормы. Паркур! 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 Майкл! Паркур! Такой герой неприятен зрителям, однако по ходу развития сюжета он может не пострадать от последствий своих действий. И это нарушает моральные ожидания зрителей и заставляет их содрогаться. Отсюда название жанра. Примером кринжа является творчество британского актера Саши Барона Коэна в сценических амплуа Али Джи, Марата Сагдиева, Бруно и диктатора Хафа Саладина. В политике ситуации испанского стыда нередко возникают на глобальном уровне. В международных отношениях между лидерами стран и роли в этих ситуациях распределяются по-разному. Например, Билл Клинтон реагировал смехом на неловкие ситуации, возникающие на встречах с Борисом Ельциным. Ангела Меркель, как правило, выражала испанский стыд, реагируя на поведение Джорджа Буша и Дональда Трампа. Интересный случай с испанским стыдом был на чаепитии Юрия Гагарина у английской королевы. Значит, Юрий Гагарин посреди чаепития взял и съел лимон из своей чайной чашки. Конечно же, это было жестким нарушением этикета, но королева отыграла эту ситуацию по-королевски. Возможно, все, кто сидел вокруг, испытывали испанский стыд, но королева сказала: «О, какой у вас необычный способ чаепития», и вслед за Гагариным тоже съела лимон из своей чашки. В последние годы в США стали говорить о новом социальном явлении, выражении стыда за действия президента, как часть политической культуры американцев. Президент Барак Обама подвергся резкой критике со стороны консерваторов за то, что он своими извинениями унизил свою страну-сверхдержаву. Общей темой, которая проходит через заявление президента Обамы, является идея, что Соединенные Штаты должны искупить свою вину, кроющиеся в политике прошлого. В основе этого сообщения лежит концепция о том, что США порочная нация, которая должна искать искупление, извиняясь за свои прошлые грехи. Обама извинялся за Гуантанамо, извинялся перед мусульманским миром, извинялся перед Францией, извинялся перед турецким парламентом, ну и так далее. Извинения за ошибки ЦРУ, там, возможно, мы допустили некоторые ошибки. Чаще всего американцы выражали смущение в Твиттере за действия президента Дональда Трампа. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Communication, отмечалось, что анализ всех твитов, отправленных в Соединенных Штатах с июня 2015 по декабрь 2017 года, показал, что с января 2017 года, когда Трамп вступил в должность, число твитов о смущении увеличилось на 45%. В опросе, проведенном в США, 60% американцев заявили, что они смущены действиями президента. Авторы исследования выделили несколько объяснений тому, почему люди могут испытывать такое сильное недовольство действиями президента и испытывать за него стыд. Во-первых, Трамп нарушал так много норм, что их трудно списать на простые ошибки, которые может совершить кто угодно. Когда Джорджа Буша-старшего вырвало на японского премьер-министра,
Ну, было понятно, что он сделал это не специально. Но когда Трамп высмеял инвалидность репортера «Нью-Йорк Таймс», это казалось преднамеренным. И Трамп утверждал, что не знал, что репортер был инвалидом. Но проверки фактов позже показали, что Трамп ранее встречался с репортером много раз. И очевидное отсутствие раскаяния разжигает пламень возмущения у его оппонентов. Генератором испанского стыда часто выступает Владимир Путин. Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. В 2006 году в Израиле разразился сексуальный скандал с президентом страны Моше Кацавом. Он был обвинен в изнасиловании и развратных действиях. Спустя несколько месяцев Владимир Путин сказал израильскому премьеру Эхуду Ольмерту: «Привет передайте своему президенту. Оказался очень мощный мужик, 10 женщин изнасиловал, я никогда не ожидал от него, он нас всех удивил, мы все ему завидуем», — сказал Путин. Но Ольмерт ответил: «Сейчас ему не позавидуешь». Ну и очередной эпизод испанского стыда за действия российских властей начался 21 февраля 2022 года на заседании Совбеза России. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, или говорю, нет. да. Поддерживаю предложение...